Castle – одна из самых старых и продолжительных серий Лего, поэтому совсем не удивительно, что как среди наборов, выпущенных к 90-летию компании, так и среди Лего-замков вообще, именно замок Рыцарей Льва является самым крупным – 4514 деталей и 22 минифигурки. Размеры его также поражают. В кадр он не помещается даже в сложенном виде, а в разложенном для него потребуется отдельная полка. Начну обзор с внешнего вида. И для Лего-замков это крайне необычный экземпляр, так как, являясь частью серии Icons, немало внимания при его проектировании уделялось проработке различных мелочей и наличию большого количества декора. Привычные замки обычно представляли из себя прямоугольную постройку, состоящую из множества крупных деталей стен. Некоторые из них были модульными, но от прямых углов все равно уйти было достаточно сложно. А внутри замков было много пустого пространства, которое, в принципе, можно было легко заполнить другими наборами из серии. Замок Рыцарей Льва же гораздо больше напоминает замки из серии Bricklink, выглядящих как качественные моки опытных дизайнеров, чем они, собственно, и являются. Так как видео будет длинным, заранее напомню про лайки и подписку. Этим вы очень поможете развитию канала. Также, по многочисленным просьбам, я создал группу в Телеграме, где буду показывать свои приобретения для будущих видео, выкладывать небольшие бэкстейджи со съемок, а также комментировать некоторые новые наборы, которые маловероятно, что у меня появятся, но западут или совершенно не западут в душу. Спасибо. А теперь к ролику. Первое, что бросается в глаза – нестандартная форма стен. Отдельные участки, хоть и являются прямыми, но соединены по большей части не под прямым углом. Если разложить замок, эффект изогнутости усиливается. Это добавляет живости постройки, которая как бы подстраивается под окружающую среду. Дополнительно к этому часть замка располагается на горе, за счет чего она возвышается не только относительно земли, но и над остальными стенами. Помимо 4 башен выделяются небольшой домик, несколько тканных флагов, немного странный подъем к воротам, а также водяная мельница и большое черное дерево с ульем. Но самое крутое, что замок скрывает в себе гораздо больше вещей, как связанных с теми, которые видно снаружи, так и полностью внутренних. Замок разделен на 2 крупных части, собираемых с помощью 2 толстенных инструкций. Про инструкции на первых нескольких страницах представлены наборы, относящиеся к разным фракциям, даны описания некоторых из них, а также несколько слов от дизайнеров этого сета. Но помимо этого, внутри инструкции можно находить небольшие пасхалки от разработчиков, комментарии и просто шутки. И прежде чем перейти к разбору замка подробнее, я обязан упомянуть, насколько приятно и в некоторых местах необычно собирался замок. Примером служит этот выступающий участок стены, где идеально в одной точке сходятся несколько скошенных плейтов, а механизм сгибания в районе небольшого мостика – отдельное произведение искусства. Так плавно и продуманно он работает. Также доставляет и эта лестница, собирающаяся отдельно, а после просто ставящаяся на бок. В общем, building experience приятен. Сам замок прочный, и при переносе можно держать его во многих местах, что очень удобно. Итак, левая часть замка. Представляет она из себя в основном помещение мирной направленности. Весь первый этаж занимает кухня. Второй – место для приема пищи знатных господ и участок внутри замка с торговой лавкой. Третий же этаж ведет к спальне королевы и одной из башен. Кухня сделана очень подробно. Огромная печь, куча полок и столешниц с разными ингредиентами и посудой и отдельное небольшое помещение для перемалывания зерен в муку, для чего, собственно, и используется водяное колесо, а также каморка для хранения хлеба, которую облюбовала себе птичка.
Поднимаясь выше по лестнице, между этажами нас встречает небольшой источник свежей воды. Вопросы, конечно, вызывает, как она туда подается, но уютности закоулка это не уменьшает. Следующий этаж в какой-то степени еще интереснее. Аккуратный камин и клавесин с одной стороны и шикарный обеденный стол с другой. И над ним мы видим очень крутые пасхалки. 3 щита, отсылающие нас к легендарному Желтому замку. Немного переработанные, но определенно узнаваемые. Помимо этого, пол внутреннего помещения покрыт рисунком в клетку, простеньким, но отделяющим его от улицы. С этого этажа проход ведет наружу, откуда мы можем либо подняться выше, либо осмотреться рядом. Лестница наверх ведет через одну из башенок и приводит нас к двери в комнату королевы. С одной стороны встречаем еще одну пасхалку, и опять же на Желтый замок, в этот раз в виде непосредственно игрушки для маленького сына королевы. С другой – кровать с небольшим комодом, ковром и камином. Стены дома сделаны очень необычно. При помощи снот-техники получилось передать вертикальные доски. Но особенно выделяется соломенная крыша. Используя много деталей камней и решеток, получилось создать классный рельеф и внешний вид на уровне моков. В общем, по внешнему виду дом очень классный, но по убранству он зашел мне куда меньше. Слишком уж выделяющиеся цветовые решения используются здесь в сравнении с остальным замком. Также здесь расположен уже упомянутый ранее мост, а за механизмом скрывается золотая лягушка. Вот уж кого не ожидаешь здесь увидеть. И здесь же расположена лестница, позволяющая забраться выше на башню. К сожалению, к самой высокой ее части доступа нет. И это огорчает, так как в наборе продумали очень много проходов, но несколько башен остались как в обычных игровых наборах. Но зато на ней можно встретить первый тканный флаг. Очень редкая и ценная вещь. А внутри колокол. Про внутренний двор за стенами тоже есть что сказать. Помимо подъемов к стенам, здесь имеется очень милая постройка ларька с едой, который при желании можно отсоединить и использовать где-то еще. И, как ни странно, с этой частью мы не заканчиваем. Как раз здесь имеется тайный проход, ведущий в пещеру. Да, под замком, оказывается, имеется пещера, да и не маленькая, она получит свое продолжение во второй части. Здесь же находится ее окончание с небольшим столиком и стульями, запасами оружия, мишенью и, конечно же, лестницей наверх. Перейдем же ко второй части замка и продолжим через эту же пещеру. Она выполнена простенько, но выполняет свою функцию. Проходит под одной из башен, выходя к водоему подле основного входа в замок. Внутри нас также встречает несколько летучих мышей и еще одна лягушка. На этот раз зеленая. И, что интересно, в эту пещеру выходит небольшое окошко одной из тюремных камер. То есть про эту пещеру все же в замке знают, но, видимо, проверяют нечасто. Кстати, о подземелье. Оно достаточно просторное, а установленные под углом тюремные двери добавляют объема. В глубине есть еще пустое пространство, но не просто так. Именно сюда уходит откидной мост. Про него я скажу подробнее позднее. Уж очень приятная функция. С противоположной стороны от тюремного блока расположен небольшой склад. Здесь можно найти сундук с золотом и драгоценными камнями, немного посуды и целый барабан. А также здесь расположена лестница на первый этаж. Туда и отправимся. Так как этот участок напрямую продолжается в другой части замка, то при объединении создаем самый большой непрерывный этаж. С одной стороны находится боковой вход с поднимающейся решеткой. Сделано очень просто и действенно. И здесь же рядом первая стойка с оружием. Подобные встретятся еще дальше. Уж очень аккуратная штука, содержащая кучу обмундирования для рыцарей. Его можно использовать на рыцарях из набора. Часть из них имеют изначально прически, а здесь как раз можно заменить их шлемами. Забегая вперед, оружие в замке даже с запасом, что не может не радовать. Дальше открывается очень большой холл. Хоть он и пустоват, но сложно представить, что здесь можно еще всунуть, так как практически во все стороны из этой комнаты ведут какие-то проходы.
Слева есть даже небольшое стойло для лошади, а справа длинный подъем еще выше. Здесь же недалеко еще один проход, ведущий к первой части, и очень классно оформленная арка. В центре же находится главный вход, содержащий классические элементы входа в замок: откидной мост и опускающаяся решетка. Механизмы спрятаны внутри конструкции мастерски. Большая часть под потолком, и видны только цепи, на которых все это держится. Откидной мост работает идеально. Интересным образом он как бы прячется внутрь упомянутой уже пустоты в подземелье. При этом не происходит никаких застреваний. С решеткой все немного похуже. Она собрана из мелких деталей, смотрится неплохо, но в редких случаях застревает внутри стен. Внутри есть круглые техник-детали, которые замедляют ее, чтобы решетка не падала слишком быстро. Но когда она падает ровно, решетка встает намертво и приходится слегка подталкивать. Поднимаемся выше, и здесь уже находится полноценная оружейная. На одной стене стойка для луков, напротив арбалет и несколько болтов, в центре множество мечей и булава, а на заднем фоне еще 2 пасхалочных классических щита и еще больше оружия. И достаточно пространства в центре для практики с ним. Левее же расположен очень реалистичный туалет и коричневая лягушка прямо под ним, а может и не лягушка. Недалеко расположены одни из немногих рабочих машикулей в лего-замках и несколько камней для них. Отверстие выходит ровно на лестницу к боковому входу, поэтому незавидна судьба тех, кто решит штурмовать замок с этой стороны. Выше всего расположены несколько башен, сдвоенная в центре и чуть пониже слева. В центре также расположен механизм опускания-поднимания решетки и шикарнейший тканный флаг. Но теперь пора оценить весь замок извне. И вау, как же это монументально и круто! Весь замок выполнен в едином стиле. Повсюду можно заметить бойницы, установленные в доступных для лучников местах. Все парапеты и зубцы затайлены скругленными тайлами. Есть несколько схожих вынесенных окон, одно из которых является туалетом, и ровные стены с небольшим количеством растительности. С одной стороны можно заметить высокое черное дерево, скрывающее у своего основания еще один тайник лесного братства, а также функцию для организации побега из тюрьмы. Прежде чем перейти к обзору минифигурок, нужно упоминать и минусы в конструкции замка. Да, даже в таком крутом и продуманном наборе есть свои недостатки, хоть их и немного. И первое – странно сделанный подъем к основным воротам. Ровно уложенные скошенные брики выглядят больше как горка, чем подъем, по которому ежедневно проходят десятки людей и даже лошади. Да и изгиб посередине выглядит резко, особенно на фоне плавности самого замка. А отсутствие пинов не позволяет выстроить хоть какую-то вереницу людей. Куда интереснее выглядит вариант, как в Хельмовой паде, и немного масштабируя его, получилось бы лучше. Второе, то же, что я упоминал в обзоре деревни викингов, здесь нет места для сна и отдыха целому отряду рыцарей. Да, здесь есть хотя бы жилое помещение, но не думаю, что их туда опускают. Вполне можно было уместить небольшое помещение в подвале с парой коек вместо склада, который уместился бы в подвале с едой, и было бы идеально. Наконец, минифигурки. Рассмотрим их по фракциям. Мирные жители, земледелец, девушка фрейлина, пекарь и маг. Хочется поругать Лего за абсолютно пустое тело мага, но в остальном фигурки неплохие и узнаваемые. Черные соколы уже узнаваемые торсы, у всех одинаковые, но обмундирование значительно разбавляет фигурки. Особенно выделяется оруженосец с огромной поклажей. Лесное братство, наверное, самые скучные здесь. Различаются между собой только лицами, и одна из фигурок является ребенком. И самая многочисленная фракция, собственно, рыцари льва. Целых 9 воинов, королева и ее сын. Хоть и у всех рыцарей одинаковые торсы и ноги,
но за счет большого количества оружия возможно создать достаточно разнообразный отряд. Приятно, что некоторые фигурки изначально идут с волосами. Но, к сожалению, мы не получили принтованных панцирей, хотя такие детали уже не раз производились. Также имеется несколько музыкальных инструментов и даже лицо для дудения, или не только. У королевы имеется отдельный принт торса и ног, а также плащ, очень шикарный плащ, и золоченый шлем, за счет чего она выделяется на фоне остальных. Сын же ее довольно ленивый, без новых принтов, но нужно отметить, что наличие 2 детей в средневековом наборе вполне неплохо. И последняя минифигурка – самый стандартный современный скелет. Ничего плохого про него сказать не могу, скелет он и в замке скелет. Помимо людей в наборе присутствует и немало животных. Птичка, ягненок, корова вместе с телегой и самое приятное – целых 2 лошади с попонами. Отличное дополнение к армиям. В общем, замок наполнен классными минифигурками, причем достаточно разнообразными, хоть порой и ленивыми. На выходе получается целый отряд рыцарей льва. Неплохое дополнение к соколам и форестменам и очень полезный набор животных. Последнее, что хотелось бы обсудить, а является ли замок рыцарей льва достойным наследником оригинальной серии? Можно ли его поставить в один ряд с великими замками прошлого, как бы пафосно это ни звучало? Лично для меня определенно да. Да, есть небольшие ошибки со входом, присутствует нелогичность некоторых частей. Например, здесь враг может пробраться, очень просто, при том, что на башне изнутри сложно попасть и опытным скалолазам. Но общая монументальность, стройность и современность набора, при этом с уважительными отсылками к прошлым сериям, влюбляет в него с первого взгляда, а при ближайшем рассмотрении чувства определенно не угасают. Этот набор занимает достойное место в моей коллекции, а я тем временем продолжаю ждать в следующем году торговую площадь, которая должна иметь такую же стилистику, и, надеюсь, в ней также найдется чем нас удивить. Спасибо за просмотр, удачи!